Ребятки, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Я приветствую всех любителей Таро, тех, кто интересуется колодами, тех, кто практикует сам, потому что у нас сегодня на обзоре новинка этого года Таро мечтательной луны, или мечтательных лун от Эни Тарасовой, от автора, художницы, которая проживает в Австралии и создала этот прекрасный инструмент. Давайте ознакомимся с боксом. Вот такой вот плотный картонный бокс на магнитной ленте. Все с очень красивой подачей. Здесь автор дает краткое описание о том, что эта колода основана на системе Райдера-Уэйта. То есть, она, скажем так, несколько по-своему подала нам прорисовку этих арканов. Колода у нас здесь состоит из 80 арканов. 2 карты у нас как уникального плана. И здесь у нас гайд, то есть либо мануал, справочник, каждый называет по-своему, на 100 страниц, где автор дает нам краткую информацию по картам. Итак, стартуем. Пусть начнется магия. Эния нам указывает здесь на то, что она открывает нам свое сердце, скажем так, желает нам быть в моменте. И здесь, видите, дает нам эту открытку, которая нам говорит о том, что мы идем своим путем через терник к звездам. Здесь вот такой вот краткий мануал и сама колода. Сейчас все непосредственно рассмотрим. Значит, если мы обратимся... Почему возвращаюсь к открытке? Потому что здесь вы можете увидеть сайт, на котором вы можете заказать данную колоду, данный инструмент. Это для тех, кому важно. Или на площадках Etsy или Kickstarter. То есть это кому уже как будет удобно. Почему? Потому что вы выбираете сами, где вам будет дешевле доставка, где для вас будут лучшие условия. Я могу сказать, что колода ко мне шла долго. Наверное, более 2 недель. То есть там были свои нюансы, свои заморочки, но тем не менее все пришло в целости и сохранности. Поэтому будем с вами сейчас просматривать. Итак, вот так бокс выглядит внутри. У меня он несколько неаккуратен, то есть это не мои грехи, то есть эта коробка пришла уже таковой. Мне кажется, там можно было сделать с более плотного картона, чтобы... Все, знаете, как смотрелось шикарно в массе. Вот такая вот шелковая лента для изъятия колоды. Понятно, что вы бокс с собой не будете брать, если будете куда-то переезжать. Если вам комфортно, запаситесь мешочком. Карты больше стандартного объема, больше имеется в виду не только по толщине, но и в принципе по размерному ряду. Они несколько шире, чем колоды масс-маркет, допустим, Лос Карабео, который мы привыкли видеть, или колоды Левелин. По высоте они такие же, то есть по высоте они 12 сантиметров, а по ширине они где-то порядка 8. Сказочная рубашка, именно рубашка, скажем так, привлекла мое внимание, колдовала, мне кажется, это у большинства практиков. Потому что это, знаете, вот сразу тебя манит. Это сказочная колода. Мне напоминает один из моих любимых парфюмов Initio, там, где изображен глаз масонов. Здесь это просто что-то невероятное. Очень красивая подача, очень шикарная энергетика. Колода сама по себе... Обратите внимание, имеет золотой срез, здесь нет претензий к вырубке, здесь все замечательно, все прекрасно. Естественно, что со временем в любой колоде, вне зависимости от того, какого она качества, у вас этот золотой срез будет несколько, не осыпаться, стираться, да, попадать со временем, но это уже само по себе прекрасно. Итак, давайте немножко пройдемся по мануалу, а потом с вами вернемся к колоде. И здесь мы видим гайд. Изображена у нас рубашка, вот с обратной стороны, видите, с любовью от Эни Тарасовой. И смотрим непосредственно, что нам, какая подача внутри. Хорошая качественная полиграфия, то есть здесь никаких нареканий нет. Читабельный шрифт, особенно для тех, у кого проблемы со зрением, да, то есть кому это важно. Шикарный запах. Это все, как я люблю. Я очень люблю запах свежей полиграфии. Немного рассказывается у нас об авторе.
Далее следует о том, каким образом она пришла к созданию этой колоды, что ее вдохновило, воодушевило, ну и по сути, как она создала данный инструмент, как она рекомендует использовать данную колоду и ее, ну как, навскидку она здесь дает нам базовые расклады, которые можно использовать в работе. Будете вы это делать или нет, я не знаю, потому что я всегда работаю по своей методике. Я не спорю, что авторские расклады могут быть действительно классными, какими-то уникальными, но, скажу честно, за последнее время, как таковых, я их не встречала, и то, что показывает практика, всегда работаешь по своей стандартной схеме. Что мы видим здесь? Идут у нас арканы. Каждый аркан, как видите, подписан, то есть идет здесь и нумерация, вот 0, да, там нулевой аркан, надпись «Дурак», дальше вот ключевые слова и аффирмация, которую вы можете использовать или не использовать. Ну и, собственно говоря, значение этого аркана. По поводу аффирмации, она актуальна будет для тех, кто медитирует, для тех, кто входит, то есть практикует вхождение в аркан. Но, опять же, каждый здесь видит свое и может создать свою аффирмацию, свой импульс, который вы будете использовать для медитации и для духовных практик. Так у нас идет по каждому аркану. Хочу заострить несколько ваше внимание на двух дополнительных картах, которые представлены здесь в колоде. Как одна карта, видите, self, ну то есть отражение тебя, либо зеркало. То есть ты сам создатель этой истории, то есть все, что происходит, отражается в тебе. То есть как использовать данную информацию, что вы здесь можете видеть, то есть как она будет у вас работать, эта карта. Ну вот видите, look closely, взгляд закрыт. У кого-то это может быть как символика пустой карты, как закрытая информация. У кого-то это в первую очередь акцент на том, что вам необходимо обратиться к себе с целью поиска ответа на этот вопрос, потому что карты пока не готовы вам дать ответ, чтобы вы сделали верный выбор, корректный выбор. Очень часто у нас бывают узловые точки, когда, ну не то, что мы не имеем права запрашивать информацию у карт Таро, мы должны сделать сами выбор, а уже потом на Таро делать расклад на ситуацию, что нам выбор принесет. И аркан «Цветок жизни», как новое начало, новая возможность, как абсолют всего, как достижение новых целей, как, знаете, как по сути вы строите новую матрицу судьбы. Так, что у нас идет далее? Пошли у нас младшие арканы. Первая у нас масть идет чаш или масть кубков. Опять же, ключевые слова, аффирмации и описание аркана. Итак, по каждой из карт хочу обратить ваше внимание, что здесь у нас кубки, жезлы, далее звезды. Звезды — это у нас масть пентаклей, чтобы вас это как не вводило в какое-то заблуждение. И кристаллы. Кристаллы — это у нас масть мечей. Здесь могу сказать, почему автор переименовала или подала эту информацию по-другому, потому что, ну, не то чтобы, к сожалению, у нас разный менталитет, у нас разный склад ума. Люди, проживающие как бы в других странах, в других регионах, не в странах постсоветского пространства, для них крайне важно, знаете, как не получать никакой негативной информации. Поэтому, видимо, чтобы смягчить, скажем, какой-то негативный посыл, автор здесь это старается подать уже, знаете, как в прекрасном таком ключе, и мечи называют кристаллами. Стоит это делать или нет, это уже, конечно, выбор каждого. Я считаю, что если ты не готов слышать ответ на вопрос, то, в принципе, не обращайся за получением информации, потому что, как мы знаем, информация может убить. Любые консультации, в том числе на Таро, они должны быть осознанными. Человек должен к этому созреть, у него должна быть в этом потребность. Понятно, что многие используют Таро для духовных практик, для поисков ответов на свои вопросы, но не всегда наша жизнь балует нас только позитивными ответами, какой-то благостной информацией. В этом-то и заключается
суть этой магической системы. То есть готов к информации, готов ее конструктивно воспринимать и использовать, действуй. Не готов, значит, это не твое, ты к этому не созрел. И тебе нельзя использовать этот инструмент для своего духовного, личностного роста и, как следствие, для каких-то кардинальных положительных изменений в жизни. Давайте с вами будем смотреть. Итак, что мы видим? Рамочные арканы. Что значит рамочные? Вы видите, что здесь идет рамка. Такая вот позолоченная. Идет подпись аркана. Ну вот смотрите. Дурак. Несколько отсвечивает. Играет свет, поэтому по-разному подавать. И здесь нумерация аркана. Не видим здесь наши традиционные собачки. Автор, повторюсь, несколько вносит свои коррективы, видоизменяет классическую колоду. Вот поэтому вот такого плана колоды называются оракульными. Потому что здесь автор вносит несколько свою смысловую нагрузку. То есть легкость, знаете, как нацеленность на подъем, какой-то кураж. Это не инфантильность, это, знаете, желание открыться всему новому. Но здесь нет страха. Поэтому, как показывает данный аркан, вот, видите, как отсвечивает красиво. То есть это готовность идти вперед, двигаться дальше, к новым возможностям. Маг. Вот, изображены все масти, как вы видите, все 4. И идет символизм, как наверху, так и внизу. Эта колода будет актуальна для тех, кто особенно, допустим, работает в социальных сетях, то есть вы делаете какие-то видео, либо вы снимаете reels, там, stories, или просто делаете красивые фото, потому что это действительно будет украшение вашего аккаунта. При правильном ракурсе, правильной цветовой корректировке, цветоподаче это будет просто роскошно. Колода сама по себе легкая по энергетике. Я думаю, вы это видите уже через экран, чувствуете это через экран. Очень красивая, очень глубокая. Не всем, конечно, она зайдет, потому что есть люди, которые заточены исключительно на прорисовку классики, на работу только с классической колодой. Это, знаете, актуально в большей степени для тех, кто уже кому опостыла работа с классикой и хочется просто каких-то новых энергий. Очень нравится здесь аркан Иерофант. Почему? Это не только карта духовного учителя, наставника. Здесь, видите, он здесь левитирует на цветке лотоса, цветке духовной чистоты, очищения, духовного роста. Эти вибрации передают вам. И вот символизм всех религий говорит о том, что Бог един, да, или перед Богом все равны. Или знания вне конфессий, вне религий. То есть это очень важно понимать. И знаете, как кто хочет слышать, углубиться в какие-то знания, тот обязательно эти знания получит. Влюбленные. Здесь в данном случае, несмотря на то, что есть вопрос искушения, это вот этот змей-искуситель и это райское яблоко, тем не менее, карты здесь показывают наединение. То есть, видите, отвернуться от искушений, отвернуться от ситуации каких-то бурь, гроз, конфликтов. Здесь именно, я не вижу здесь вопроса выбора. Это вопрос целостности, это вопрос единения, это желание быть вместе. Все от искушения ушли. Далее колесница. Очень красивый здесь возничий. И мне нравится, что вот здесь эти лошади в виде единорогов. Очень такой классный посыл. Этот символ инь-янь очень роскошно подано. Класс. Единственное, что удивляет, я вам потом покажу, как далее будем, когда листать арканы. На некоторых арканах есть соответствие со знаком зодиака, на некоторых арканах это не указано. Почему именно так, я не знаю. Это, видимо, по принципу я художник, я так вижу, но факт остается фактом. Сила. Огромный знак лемнискаты. И девушка, которая мягкостью, нежностью, любовью украшает самого строптивого льва. Отшельник. Очень красивый. Видите, за знаниями хоть на край света. Стоит тоже здесь на обрыве. И как показывает этот аркан, это, знаете, как в пучину
ради знаний, ради поиска смысла, ради поиска своей цели. Таро, рота, атар. То, что у нас здесь зашифровано в колесе фортуны или колесе жизни, его еще называют вот так, таким ключом. И видите, здесь у нас какой символизм. Вместо традиционных нам животных, которых мы здесь видим, да, идет изображение знаков зодиака. Класс. Очень интересная подача. А вот здесь это то, о чем я вам говорила. Вот смотрите, допустим, если мы смотрели колесницу, которая соответствует стихийно знаку зодиака Рак, там не было созвездия. Здесь созвездие у нас указано. Соотношение с знаком зодиака Весы. Повешенный. Секундочку. Видите? Символ полнолуния, полной луны. Подвешенное состояние, переоценка системы ценностей, новый взгляд на ситуацию, вопросы медитации, духовных практик, оккультных практик. То есть время, потому что обратите внимание, в какой позе у него сложены ладони. Вызывать к богам. Смерть. Тоже такая нестандартная подача. Видите, как своего рода, как девушка, которая испускает дух, выходит душа. Опять же, вопрос о трансформации, перевоплощения. Почему? Потому что идет духовный личностный рост. Вот то, что идет от души. Менять внутреннее наполнение, менять свое содержание. Так, умеренность. Как вы видите здесь... Ой, как красиво, я не могу прямо остановиться. Очень шикарная подача. Видите, у нас здесь только указано, что идет соотношение стихии. То есть вот соотношение знаку огня. Хотя мы знаем, что умеренность у нас в первую очередь соотносится с знаком зодиака Стрелец. Но опять же, никаких иных соответствий вы здесь не увидите. Так, дьявол. Зависимость, оковы, то есть здесь все стандартно. Башня. Думаю, принцип понятен, да? Пожар, то есть крушение власти, потеря авторитета, новых возможностей, потому что сама по себе башня не разрушена, а вот летит корона. То есть, знаете, говорю, летят головы. То есть ситуация, которая могла вас самих сжечь изнутри. Ну, например, гордыня, либо еще какие-то обстоятельства, которые разрушают ваш потенциал, ваши возможности. Аркан Звезда. Смотрите, здесь девушка... в нестандартной нам прорисовке, в нестандартной позе. Обычно ее изображают иначе. Но, тем не менее, суть ясна. Все нам понятно. Опять же, знак зодиака соответствие Водолей, да, но мы можем догадываться это только по кувшинам. Луна. Луна, мой аркан, обожаю. Мне очень нравится эта карта. Не видим здесь никаких ни собак, ни рака, а девушка, которая проходит по своему пути, сквозь свои страхи, сквозь свои переживания, то есть и копнуть глубже, опираться на интуицию. То есть доверять самому себе, выбирать свой собственный путь. Солнце. Ой, вообще очень красивая карта. Не знаю, нравится вам или нет. Сейчас постараюсь показать, как оно играет. Очень, очень здорово, просто потрясающе. Одно, наверное, один из самых красивых арканов Солнца, которые я когда-либо видела. Здесь действительно автор вложил всю свою душу, это прям чувствуется. Суд. Возрождение, восстановление, аркан кармы. Так, мир. Новый цикл, новое начало, новый этап жизненного пути. Новые миры, новые возможности. Опять же, вот этот аркан Self, либо аркан зеркала, то есть что в тебе, то ты отражаешь во Вселенную, в социум. И аркан цветок жизни, как новая матрица, новое начало, новый цикл.
По вашему желанию эти арканы вы как можете использовать, так и можете извлечь из колоды и в принципе оставить их в боксе и работать только на 78 арканах. То есть это как вам здесь будет удобно. Далее туз чаш. Прекрасен по своей прорисовке, по своей подаче. Двойка чаш и этот шикарный кадуцей. Просто супер. Ну, если вы посмотрите, то есть видите, все изображено по классике. То есть если вы новичок, вы можете брать любую литературу и согласно этой литературе изучать и пользоваться этой колодой. Очень понравилась эта четверка чаш. Я здесь не вижу апатии, я здесь не вижу депрессии, хандры. Здесь задумчивость. Вот это вот, знаете, троеточие, которое у него над головой, как указание на размышление, на погружение, на желание найти вот тот плод, тот вкус жизни, который человек ищет. То есть это познание себя, это погрузиться в себя, в свои мысли, но ни в коем случае здесь это явно не апатичность. Пятерка чаш, карта горя, карта потерь, карта траура. Нет возможности, знаете, как идти дальше, потому что здесь нет понимания, куда двигаться, в каком направлении. Шестерка чаш. Красиво, очень все красиво. Тут, как знаете, нечего добавить. Здесь можно только любоваться, наслаждаться, напитываться энергетикой. Все сюжеты читабельные, все сюжеты узнаваемые. То есть даже если вы новичок, вам не составит труда работать и взаимодействовать с этой колодой, с этим инструментом. Смотрите, какая красивая десятка чаш. Это роскошь. Это действительно, знаете, колода, с которой не просто хочется работать, взаимодействовать. Колода, которая дает вам какую-то энергетику, дает какой-то потенциал. Даже если вы не работаете с ней, а просто берете ее в руки с целью полюбоваться, насладиться, напитаться этой энергией, могу сказать, однозначно вы это получите. Очень здорово, очень классно. Туз звезд, он же туз пентаклей, дар богов, новых возможностей. Очень здесь нравится двойка звезд, она же двойка пентаклей. Не зря мы говорим, что двойка пентаклей – карта баланса. То есть балансировать, но при этом достигать своих целей. Успеть ухватить все и сразу. А вот какая интересная подача, да, тройки звезд или тройки пентаклей. Оттачивание своего мастерства, своего профессионализма. То есть вот насколько глубоко и точечно передан аркан, его смысловая нагрузка. Потому что ведь не только работник, который делает своды храма, которому заказывают работы, но каждый из нас является мастером в той нише, в которой он себя пытается раскрыть и реализовать. И в любой сфере нужно оттачивать мастерство. Четверка звезд. Все мое. Пятерка звезд. Вот здесь, вот понимаете, я не вижу карты бедности, карты кризиса. Вот здесь мне как раз больше по энергетике заходит как четверка чаш. Апатия, депрессивность, застой, потеря тонуса, жизненной энергии. Конечно, это все созвучно с пятеркой пентаклей, но здесь мне по прорисовке соответствует иная смысловая нагрузка. А вот смотрите, как интересно подана шестерка звезд. Здесь мы не видим, чтобы она напрямую уже давала какую-то помощь, да, хотя вот в ладони держит эту звезду, к ней тянут руки о помощи. Здесь она взвешивает все за и против. А стоит ли этим людям помогать, а достойны ли они помощи? То есть тоже такая правильная прорисовка, потому что, как бы это ни звучало, но нельзя помочь абсолютно всем, и, к сожалению, не каждому можно помогать. Это уже, как говорится, из собственной жизни, из собственного опыта. Восьмерка звезд, или, как я говорю, моя карта дня. Когда не тянешь себе карту дня, вечно ложится восьмерка пентаклей. Хочется спросить, что происходит. Шикарная подача, шикарная прорисовка. Чисто такая, говорю, ведьминская карта. Она мне очень нравится. Очень классная. Девятка звезд.
Карта роскоши, самодостаточности, жизни в райском саду. Так, 10 звезд. Паж. Рыцарь. Очень красиво. Королева звезд, она же королева пентаклей. Король пентаклей. Пошли жезлы. Нереальные по своей красоте, по своей прорисовке. Здесь вам видно, как играют карты. Это просто, это просто огонь. Потрясающе, потрясающе. Вообще такие блики дают шикарные. Карта борьбы, карта конкуренции. А это уже карта достижения, карта победы и триумфа. Так, 7 жезлов. Очень вообще нравится по прорисовке 8 жезлов. Она здесь, ну, какая-то невероятно сказочная. Запустить ход идей, реализации планов, циклей, карта скорости, карта движения, карта роста, активности. А здесь уже карта защиты. И также мне нравится по своей подаче 10 жезлов. Если обычно мы видим, что человек тянет эту тяжкую ношу, здесь я вижу, что от этого бремени легче, но видите, она все равно как-то с легкостью это делает. То есть все по плечу. Любой аврал, любая тяжелая работа, груз обстоятельств – это все то, что вы сможете вынести и преодолеть. Паж жезлов. Рыцарь. Рыцарь очень красив. Прям такая активность, энергия. Так, королева. Женщина-харизма. Не в обиду, но вот здесь мне король жезлов, вот по прорисовке обратите сами. Такое ощущение, что такая просто сидит женщина в теле, да, с такой вот увесистой грудью. Не знаю, но во всяком случае так идет подача. Первый раз, во всяком случае, когда увидела. Ну, то есть здесь по прорисовке я не вижу короля. Уж простите, но факт остается фактом. И пошли мечи, они же кристаллы. Еще раз напомню, почему кристаллы, потому что, повторюсь, жители других регионов, других стран совершенно по-иному работают и взаимодействуют с колодой Таро. Это больше как инструмент для духовного, для личностного роста, чем для, знаете, как инструмент, который отвечает на бытовые вопросы. Я не говорю, что они не просматривают какие-то бытовые нюансы, но ни в коем случае ни слова негатива, никаких негативных эмоций, даже никакого негативного намека. Ну, я считаю, это в корне неверно, не потому что нужно циклиться на негативе, но всегда нужно ситуацию видеть объективно. По принципу предупрежден, значит вооружен. И тот факт, что здесь мечи символически заменили на кристаллы, как по мне, сути дела не меняет. Ну, 6 кристаллов, конечно, потрясающе выполнена. Сказочная прорисовка, очень красиво. Особенно эти красные полутона. 7 кристаллов. 8. Вот этот посыл 9 кристаллов. Такое ощущение, знаете, как будто она сама себе собирается сделать харакири. Что меня простите, пусть автор меня простит. Ну, вот такая идея. Это, знаете, когда уже, вот видим, у нее здесь слезы льются из глаз, когда нет сил терпеть боль. Поэтому здесь могу сказать однозначно, эта карта может работать как карта суицидников, либо людей, которые находятся в таких тяжелых депрессивных состояниях, которые уже не могут выносить это, знаете, как систематически. И действительно здесь могут проходить суицидальные мысли, дабы завершить эту душевную боль. Дальше. 10 кристаллов. Очень нравится здесь солнце, которое восходит из-за горы. Паж. Рыцарь.
королева. Вот опять же, королева кристаллов. Я понимаю, что здесь изображены своего рода какие-то разноплановые кристаллы. Ну, раз уже идет посыл такой, чтобы он был идентичный везде, да, то есть держи в своих руках такого рода кристалл. Здесь мы этого не видим. Соответственно, как-то несколько теряется посыл. Ну, я понимаю, что здесь символика на троне идет, но все же, потому что обратите внимание на короля. Видите, эти кристаллы не только на троне, но и в его руках. Вот такая колода, вот такой инструмент. Уверена, что колода вам зайдет, многим понравится. И я знаю, мне уже писали даже в Инстаграме, что же это за инструмент. Назовите, скажите, где приобрели, дайте ссылочку. Девчонки, мальчишки, кому понравилось, все контакты вам указала, где вы это можете приобрести. Поэтому берите себя на вооружение и используйте себе во благо. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых обзоров. Пока-пока.